614 человек. Именно столько людей погибло в ту ночь, когда огромный, бронированный в 50 миллиметров стали линкор лежал кверху днищем посреди главной бухты страны, а изнутри, сквозь многотонный корпус, неслись глухие, отчаянные удары гаечных ключей. Это отбивали морзянку те, кто остался заперт в воздушных мешках перевернутого гиганта. Они задыхались и молили о помощи в каких-то десятках метров от берега, где прямо в эти самые часы высшие чины во главе с вице-адмиралом Пархоменко спорили о репутации и пресловутой чести мундира, упуская последние минуты для спасения. Честно говоря, меня в этой катастрофе пугает не только сам факт мгновенной гибели такой махины в охраняемом мелководном порту, хотя и тут загадка планетарного масштаба. Что на самом деле разорвало бывший итальянский флагман Джулио Чезаре, который с такой помпой передали Союзу? Старая немецкая мина, пролежавшая в иле с войны? Или это была тщательно спланированная месть, элитная диверсия боевых пловцов того самого черного князя Валерио Боргезе, поклявшегося, что советские матросы никогда не будут ходить на этом корабле? Но чем больше я копаюсь в рассекреченных протоколах той ночи, тем сильнее меня цепляет другое. Почему командование, точно зная, что ловушка захлопнулась, категорически запретило буксировать тонущий корабль на мель, фактически подписав сотням своих же людей смертный приговор, и что именно в ту ночь пытались скрыть от Москвы даже ценой человеческих жизней? Тот факт, что самый мощный линкор Черноморского флота был, по сути, чужаком, это не просто исторический курьез. Это начало той самой цепочки фатальных ошибок, которые привели к катастрофе. Представьте ситуацию. В 1949 году в Севастопольскую бухту входит гигант, построенный в Италии, с надписями на итальянском языке, с совершенно иной философией управления и конструкции, которую советские инженеры видели в лучшем случае на чертежах, добытых разведкой. Его звали Джулио Чезаре, Юлий Цезарь, гордость флота Муссолини. СССР получил его по репарациям, но это был подарок с двойным дном. Черчилль и Труман отдавали этот корабль, скрежеща зубами. Они прекрасно понимали, это оружие дает Сталину реальное господство в Черном море. И вот этот Юлий Цезарь превращается в советский Новороссийск. Но мало просто переименовать корабль. К нему нужно привыкнуть, его нужно понять, а это оказалось задачей почти невыполнимой. Мне всегда было интересно, что чувствовали те итальянские офицеры, когда передавали своего флагмана русским экипажам в албанском порту Влёра. По воспоминаниям, атмосфера там была накалена до предела. Итальянцы не скрывали своего презрения, а местами и открытой враждебности. Есть версия, что уже тогда, на этапе передачи, на борту совершались мелкие акты саботажа. Кто-то что-то открутил, кто-то перерезал важный провод, кто-то просто забыл передать нужную схему. Итальянский флот был для них как семья, и отдать гордость нации, пусть даже по условиям мира, это было как нож в сердце. И как вы думаете, насколько охотно они делились секретами живучести этого линкора? Ответ очевиден. Практически никак. Когда корабль прибыл в Севастополь, экипаж столкнулся с настоящим технологическим квестом. Представьте, вы заходите в машинное отделение, а там все не так, как на привычных советских линкорах типа «Севастополь». Клапаны крутятся в другую сторону, датчики давления откалиброваны иначе, а система борьбы за живучесть, которая должна была быть предельно простой, оказалась запутанным лабиринтом. Советские моряки осваивали этого итальянца буквально методом тыка. И это на флагмане флота. Символизм этого корабля был колоссальным. Он должен был стать щитом, грозой для любого, кто решится зайти в Черное море. Но в реальности он стал для экипажа огромной, красивой, но очень чужой игрушкой, секреты которой они так до конца и не разгадали. Честно говоря, меня не покидает ощущение, что если бы Новороссийск строили у нас, с нашими советскими стандартами простоты и дублирования систем, многих проблем удалось бы избежать. Но здесь мы имели дело с итальянским модерном, изящным снаружи, но капризным и непонятным изнутри. Сам переход из Италии в Крым в 1949 году напоминал детективный роман. Советское командование было параноидально настроено. Ожидали всего. Подводных диверсий, взрывов механизмов, нападения авиации союзников. Экипаж спал в сапогах, вахтенные не смыкали глаз, а в каждом шорохе в машинном отделении мерещился саботаж. И знаете, ведь в этом было зерно истины.
Корабль действительно был передан в полурабочем состоянии, с намеренно подпорченными системами, которые приходилось восстанавливать уже на месте. Моряки вспоминали, что постоянно находили посторонние предметы в топливных магистралях или странные закладки за обшивкой. Это была война нервов, в которой линкор выступал не как боевая единица, а как политический заложник. К 50-м годам Новороссийск вроде бы освоился. Он стал звездой парадов, его гордо показывали иностранным делегациям, на его фоне фотографировались адмиралы. Он выглядел внушительно, грозно, мощно, но внутри эта итальянская загадка никуда не делась. Система управления огнем, артиллерийские погреба, даже элементарная вентиляция — все это требовало постоянного, почти ювелирного контроля. И тут возникает вопрос, который мучает историков флота до сих пор. А были ли на корабле системы, которые в нужный момент сработали не так, как ожидали наши специалисты? Или, что еще страшнее, системы, которые были заминированы еще там, в Италии, ожидая своего часа? Такие истории долго прятали за парадными фасадами. Подпишитесь на наш канал, чтобы помнить настоящую, непричесанную историю нашего флота. Без вашей поддержки эти факты просто тонут в архивах. Кстати, если кто-то из ваших родственников служил на флоте в те годы или работал на севастопольских заводах, где обслуживали линкор, напишите в комментариях, может быть, в вашей семейной памяти сохранились рассказы о странностях этого итальянского подарка. Ведь именно из таких крупиц, не отраженных в официальных донесениях, и складывается понимание того, почему этот корабль оказался настолько уязвимым. Мы ведь привыкли верить, что советский флот — это сталь и дисциплина. Но в случае с Новороссийском это была дисциплина на грани отчаяния, попытка укротить зверя, который никогда не принадлежал хозяевам по-настоящему. И что, если тайна его гибели кроется не в ошибке Вахтинова, а в некой скрытой функции, которую мы так и не научились вовремя обнаруживать, доверяя внешнему блеску брони, за которой скрывались совсем иные, чуждые нам законы? Выбор бочки номер 3 для стоянки линкора в Севастополе был роковой ошибкой, которая превратила огромный корабль в беззащитную мишень. При осадке линкора в 10 метров глубина под килем в том месте составляла всего около 17 метров. Всего 7 метров отделяли днище от грунта, буквально нашпигованного илом и остатками войны. В случае малейшей течи, малейшего крена, кораблю просто некуда было садиться. Он обреченно ложился на дно, перекрывая сам себе путь к спасению. Это была ловушка, расставленная не врагом, а собственной беспечностью командования, которое в ту спокойную октябрьскую ночь 28-го года даже не задумывалось, что этот мирный пейзаж превратится в кладбище. Линкор возвращался из очередного похода, изнурительные учения по флагманской связи позади, впереди короткий отдых в родной базе. Все как всегда. Суета швартовки, привычные команды, усталые лица моряков. Адмирал Горшков, командующий флотом, в отпуске, и все нити управления в руках вице-адмирала Пархоменко. Знаете, в этой истории есть какой-то неприятный осадок случайности. Вот этот самый момент, когда корабль, гордость флота, встает на бочку номер 3 в Северной бухте, выглядит сейчас как сцена из плохого кино, где все заранее предопределено. Вокруг тишина, поблескивают огни Севастополя, в городе жизнь течет своим чередом. И никто не подозревает, что уже через несколько часов на этот линкор будут смотреть как на поверженного зверя. А теперь представьте состояние экипажа. Часть опытных моряков уже на берегу, в увольнении, гуляет по вечернему городу, не подозревая, что их корабль доживает свои последние часы. А на борт, наоборот, прибывает пополнение. Вчерашние мальчишки, курсанты и новобранцы, которые еще не успели выучить расположение отсеков, которые еще даже не знают, где находится аварийный выход из их собственного кубрика. И вот этот момент, когда на корабле оказываются люди, не знающие его досконально, оказывается критически важным. В случае беды, в кромешной тьме, без света, в дыму, эти ребята просто не смогут выбраться. Но это все будет потом. А пока спокойная южная ночь, тихий плеск волн, и лишь редкие часовые перекликаются на палубе. Никто не ждет беды. В главной охраняемой базе Черноморского флота, где все должно быть под контролем, где каждый квадратный метр дна, казалось бы, проверен тысячи раз, никто не допускает мысли о том, что через несколько часов начнется хаос. Меня в этой ситуации удивляет, почему именно это место, почему именно эти глубины. Ведь в Севастополе были и другие стоянки, более подходящие для кораблей такого класса.
Но нет, Новороссийск поставили здесь, на виду у всего города, как будто на витрину. Возможно, это была какая-то демонстрация мощи? Или просто чья-то привычка ставить так, как всегда ставили. Но эта привычка стала приговором. Когда я читаю вахтенные журналы того вечера, меня поражает контраст. Записи сухие, протокольные, все в норме, никаких замечаний, все штатно. Как будто сама судьба вычеркнула любые предупреждения, чтобы катастрофа случилась максимально внезапно. Знаете, я часто думаю о тех ребятах, которые в ту ночь заступили на вахту. Они же не могли знать, что для многих из них этот наряд станет последним. В их головах были мысли о завтрашнем увольнении, о письмах домой, о простых радостях. Они не вглядывались в темную воду с подозрением. Зачем? Ведь это же наша база, это же наш дом. А что, если под толщей ила в этой самой точке уже тогда скрывалось то, что должно было разбудить ночную бухту? Комиссия потом будет говорить про немецкие мины, но ведь это место швартовки использовали десятилетиями. Почему именно Новороссийск? Почему именно сейчас? Есть что-то мистическое в этом спокойствии перед бурей. Когда все вокруг замерло, когда природа и город словно сговорились, чтобы дать нам шанс, но никто им не воспользовался. Мы склонны искать логику там, где правит случай, но здесь, в этом вечернем Севастополе 55-го года, все кажется таким предсказуемым, что становится не по себе. Корабль стоял, качаясь на бочке. Тысячи тонн брони и металла, скрывающие внутри судьбы сотен людей, которые даже не подозревали, что их мир вот-вот перестанет существовать. Это была ловушка, идеально подготовленная для того, чтобы забрать все. И самое страшное, что ни один человек на берегу не чувствовал этого приближающегося конца. Ни адмиралы, ни дежурные офицеры, ни даже те, кто должен был следить за безопасностью бухты. Они просто оставили корабль наедине с этой темной, непроглядной водой, полагаясь на то, что все будет как вчера, как неделю назад, как всегда. Но ведь так не бывает, верно? Разве можно было не заметить, не почувствовать, что эта тишина не мирная, а какая-то густая, предвещающая что-то совсем иное? А что, если я скажу вам, что перед постановкой на бочку в тот вечер на поверхности воды фиксировали странные, необъяснимые всплески, которые вахтенные просто списали на игру дельфинов или движение рыбы, даже не доложив об этом по команде? Около 1200 килограммов тротилового эквивалента. Именно такой мощью ударил взрыв под днищем линкора «Новороссийск» в 1:30 ночи, прошив многотонную сталь, словно лист картона. В это мгновение перестали существовать любые инструкции по борьбе за живучесть, потому что пробоина в 150 квадратных метров в нижней части корпуса просто не оставляет шансов на привычную борьбу. Взрывная волна пронеслась через все палубы насквозь, выбивая переборки и сминая все на своем пути до самого верха. В носовых кубриках, где в это время спали десятки молодых матросов, не было даже секунд на то, чтобы осознать происходящее. Их просто не стало в долю секунды. Кого-то разорвало ударной волной, а кого-то мгновенно затянуло в ледяную черную бездну вместе с тоннами донного ила, который фонтаном хлынул внутрь корабля. Это была не просто авария, это был расстрел в упор, который линкор получил, даже не успев увидеть своего врага. Реакция вахтенных была парализованной. Секунды замешательства в тишине севастопольской ночи сменились оглушительным скрежетом рвущегося металла, от которого, как говорили потом очевидцы, содрогнулся сам берег. Свет во всем носовом секторе погас моментально. Кабельные трассы были перебиты, аварийные генераторы просто не успели запуститься в том аду, который образовался внизу. Представьте эту картину. Кромешная тьма, воздух, пропитанный едким запахом гари, сжженного мазута и морской соли, ледяная вода, которая прибывает с пугающей скоростью, и крики тех, кто оказался зажат в покореженных стальных клетках. Первые аварийные партии, бросившиеся к месту пробоины, почти сразу натолкнулись на стену из воды и хаоса. Им не нужно было гадать, что случилось. Масштаб катастрофы стал ясен, как только они почувствовали, как палуба под ногами начинает неумолимо крениться на правый борт. Если вас задевают такие забытые трагедии, поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Алгоритмы покажут его тысячам других людей, и память об экипаже Новороссийска будет жить. В штабе флота поначалу даже не поняли, что происходит. Кто-то решил, что это просто случайная детонация боезапаса, кто-то заподозрил внешнее нападение, но масштаб ущерба был таким, что любые предположения оказались нелепыми.
Линкор — это ведь не просто корабль, это плавучая крепость. Он должен держать удары, он должен выживать. А тут один удар, один миг, и вся мощь Юлия Цезаря превращается в неповоротливую груду железа. Мне всегда казалось странным, как быстро в таких ситуациях включается бюрократия, даже когда на кону стоят жизни сотен ребят. Пока внизу, в темных отсеках, люди пытались хоть как-то перекрыть поступление воды, пока они задраивали люки, зная, что за ними уже могила, наверху начали собираться адмиралы. Они начали отдавать приказы, один противоречивее другого, мешая тем, кто реально пытался что-то исправить. А ведь линкор в тот момент еще не тонул. Он просто сел носом на дно, зарывшись в ил, но его борты еще возвышались над водой. Он был стабилен, и это давало время. Но вместо того, чтобы спасать людей и буксировать корабль на мель, пока это было возможно, начались бесконечные совещания прямо на борту. И это самый жуткий момент во всей этой истории. Время, которое уходило сквозь пальцы, пока адмиралы выясняли, чей это позор и кто теперь будет отвечать перед Москвой. Понимаете, в ту ночь корабль обладал достаточной остойчивостью, чтобы не лечь на борт. Его можно было вытащить, можно было приподнять, можно было просто эвакуировать экипаж. Но вместо этого все превратилось в какой-то сюрреалистичный базар. Корабль начал крениться не потому, что пробоина была фатальной, а потому что его просто бросили в этой ловушке на произвол судьбы, приказав людям стоять на палубе и ждать непонятно чего. Я смотрю на старые фотографии этого линкора. Огромный, гордый, мощный. И не могу отделаться от мысли, что он стал жертвой не только взрыва, но и системы, которая до последнего верила в свою непогрешимость. В ту ночь в носовых отсеках творилось что-то, о чем даже сейчас страшно говорить вслух. Моряки, пытаясь остановить воду, использовали все, что было под рукой. Матрасы, одежду, запчасти, любые подручные средства. Но вода была сильнее. Она просачивалась через мельчайшие щели, под давлением сжимая все, что преграждало ей путь. Когда я слышу истории о том, как командиры отсеков приказывали закрывать люки, зная, что за ними остались их товарищи, у меня внутри все переворачивается. А знаете, что во всем этом самое странное? Почему после такого колоссального взрыва, который буквально вспорол днище, корабль не развалился на части, а начал крениться так медленно, словно некая неведомая сила удерживала его на поверхности, дожидаясь, пока на берегу примут решение, которое станет последним в его судьбе? И был ли это действительно удар одной единственной мины, или там, внизу, на дне бухты, скрывалось нечто такое, о чем официально не решилась написать ни одна комиссия? Одно единственное решение могло спасти тысячи жизней. Но вместо того, чтобы толкать тонущий линкор на мелководье Северной косы, вице-адмирал Пархоменко произнес слова, которые навсегда вписали его имя в историю этой трагедии. «Линкоры не тонут. Не позорьте флот перед городом». Это было не просто упрямство. Это был бюрократический паралич, когда страх перед тем, что скажут наверху в Москве, перевесил здравый смысл и элементарную человеческую жизнь. Представьте себе, корабль медленно, но верно садится носом. Он еще держится, у нас есть буксиры, есть время, есть реальный шанс вытащить эту махину на мель, где глубина была бы ничтожной. Но вместо четких действий на борту начинается настоящий базар. На палубе среди дыма и гари толпятся десятки адмиралов, каждый из которых пытается перекричать другого, отдавая противоречивые приказы, и все это летит в лицо и командира Сербулову, и капитану Кухте, который, несмотря на отпуск, уже примчался на борт, но обнаружил, что командовать ему уже почти не дают. По протоколам допросов комиссии Малышева, которые позже рассекретят, эта картина выглядела как какой-то сюрреалистичный театр абсурда. Пока внизу, в носовых отсеках, люди боролись за каждый метр пространства, пока они задраивали переборки, зная, что за ними уже могила, на мостике шли споры о том, как это будет выглядеть со стороны. Слышите? Не как спасти людей, а как сохранить лицо. Линкор — это ведь символ, это мощь, и признать, что он тонет прямо в главной бухте, было для командования равносильно краху карьеры, да что там, краху всей их жизни. И пока они спорили, время утекало буквально по секундам. Командир одного из буксиров, который в тот момент подошел к борту, буквально умолял: «Дайте команду, я его вытолкну. 5 минут, и он будет на мели». Но в ответ — молчание. А затем резкий запрет. Пархоменко был непреклонен. Он боялся ответственности. Он боялся Горшкова. Он боялся Хрущева. Он боялся всех, кроме тех матросов, которые в этот момент тонули в ледяной воде. Самое страшное в этой истории
Отказ эвакуировать тех, кто не был занят в борьбе за живучесть. Вы только вдумайтесь. Сотни парней, которые просто стояли на палубе, ожидая приказа, которых можно было спустить на шлюпки, отправить на берег, просто убрать с корабля, чтобы они не путались под ногами у аварийных партий. Их оставили. Их выстроили, как на параде, под предлогом поддержания дисциплины. Чтобы что? Чтобы показать, что мы держимся? Когда линкор уже начал крениться, когда вода уже плескалась в коридорах, эти ребята продолжали ждать приказа, который так и не пришел. Это была какая-то чудовищная, вывернутая наизнанку логика, где дисциплина стала синонимом самоубийства. И ведь никто из присутствующих адмиралов не нашел в себе мужества сказать «Хватит, эвакуируйте людей». Все они, как завороженные, следили за тем, как крен увеличивается. Честно говоря, меня в этой истории зацепило не это, хотя это само по себе дико. Меня поражает то, как быстро люди, наделенные властью, превращаются в слепых исполнителей своих же страхов. Пархоменко в тот момент не видел линкора. Он не видел моряков, бегающих по палубе в поисках спасения. Он видел только свое собственное кресло, свое звание, свои погоны. Он до последнего надеялся на чудо, надеялся, что как-нибудь обойдется, что линкор просто постоит и не ляжет. А вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы кто-то, хотя бы один человек из этой толпы старших на палубе, просто плюнул бы на субординацию и отдал команду всем покинуть корабль? Ведь это был бы конец его карьеры, возможно, тюрьма, но сколько жизней это бы спасло? История Новороссийска. Это история о том, как бюрократическая машина способна переживать и выплюнуть даже самую сильную и защищенную крепость, если в ее управлении стоят люди, для которых честь мундира важнее человеческой жизни. Мы часто говорим о героизме моряков, но мы до обидного редко говорим о трусости тех, кто ими командовал. И пока мы не поймем, что именно этот страх перед начальством и был тем самым взрывчатым веществом, которое в конечном итоге потопило линкор, мы будем повторять эти ошибки снова и снова. Кстати, знали ли вы, что многие свидетельства тех, кто в ту ночь был на борту, были изъяты и уничтожены сразу после катастрофы? И только спустя десятилетия мы начали собирать их по крупицам. Если вам интересно, почему такая масштабная трагедия так долго оставалась в тени, подпишитесь на наш канал. Здесь мы не просто пересказываем историю, мы копаемся в том, что от нас пытались скрыть десятилетиями. Так вот, что меня не отпускает до сих пор. Если бы Пархоменко все-таки решился на буксировку, и если бы линкор был спасен, стала бы тогда тайна итальянского следа явью, или бы ее все равно унесли в могилу вместе с теми, кто знал правду? И не было ли это невмешательство со стороны командования осознанным, чтобы как можно скорее отправить корабль на дно и вместе с ним все улики того, что на самом деле произошло в ту ночь? В 4 часа 14 минут утра 29 октября, именно в этот миг, когда огромный 24-тысячетонный Новороссийск окончательно потерял сопротивляемость и начал свой последний гибельный крен, стало ясно. Иллюзия непотопляемости была самой дорогой ошибкой в истории флота. Вода, словно живой хищник, окончательно захватила носовые отсеки, и корабль, который еще недавно казался гордым флагманом, стал беспомощным куском мертвого металла. Самое дикое, что именно в эти последние 30 минут до переворота командование продолжало настаивать на абсурдном приказе. Сотни моряков, не занятых в борьбе за живучесть, были выстроены на палубе. Зачем? Чтобы показать спокойствие? Чтобы продемонстрировать дисциплину, когда стальной гигант буквально уходил из-под ног? Это не поддается логике, это даже не халатность, это какой-то морок, который заставил людей ждать эвакуации, которая так и не началась. А потом случился оверкиль. Вся эта махина с грохотом, от которого, казалось, содрогнулась сама Севастопольская бухта, начала медленно, неотвратимо заваливаться на бок. Представьте эту картину. Люди на палубе, которые еще секунду назад стояли в строю, внезапно оказываются на почти вертикальной плоскости. Паника — это даже мягко сказано. Сотни моряков, как по команде, соскользнули по скользкой от мазута палубе прямо в холодную черную воду. Кто-то пытался ухватиться за леера, кто-то прыгал, кто-то просто исчез в пучине. А корабль все продолжал заваливаться, переворачиваясь кверху днищем. И в этот момент, как будто этого ада было мало, под корпус линкора затянуло спасательные группы, прибывшие с крейсеров Кутузов и Молотов. Те, кто пришел спасать, сами стали жертвами этой стальной ловушки. Ил, мазут, обломки
Все это смешалось в одну кошмарную воронку, которая поглощала всех без разбора. Знаете ли вы другие случаи, когда слепое подчинение приводило к таким жертвам? Напишите в комментариях свои мысли. Давайте обсудим, почему история повторяется. После того, как Новороссийск окончательно лег на грунт, над водой осталось торчать только его днище. Севастополь проснулся. Город увидел, что гордости флота больше нет. Есть только черная, выступающая из воды сталь. Но тишина, которая наступила после переворота, была еще страшнее, чем шум катастрофы. Она была пустой, звенящей. Адмиралы, еще недавно спорившие на мостике, в одночасье исчезли. Наверное, побежали писать оправдательные донесения в Москву. А вокруг перевернутого днища начали собираться спасатели, которые до последнего не хотели верить, что внутри, в воздушных мешках, все еще могут быть живые люди. Меня в этом всегда поражало одно. Неужели никто из тех, кто отдавал приказ строить людей на палубе, не понимал, чем это обернется? Ведь крен был виден невооруженным глазом, вода уже наступала, корабль уже стонал от напряжения конструкций. Неужели этот парад гордыни был важнее, чем жизнь 600 с лишним человек? Это не просто ошибка, это какая-то тотальная некомпетентность, помноженная на дикий, почти животный страх перед вышестоящим начальством. В этой истории каждый шаг командования выглядит как осознанный шаг в бездну. Мы привыкли думать, что в таких критических ситуациях люди становятся героями, но здесь мы видим другую сторону — полную потерю способности мыслить и действовать во благо тех, за кого ты несешь ответственность. Корабль перевернулся, и вместе с ним перевернулась вся жизнь многих семей в Севастополе. Кто-то потерял сына, кто-то мужа, кто-то брата. И самое горькое, что никто из них не получил правдивого ответа, как это произошло. Им говорили про нелепую случайность, про старую мину. Но никто не сказал, ваш близкий погиб, потому что адмирал побоялся приказать эвакуацию. А теперь подумайте. Если внутри перевернутого корпуса в эти самые минуты, когда все затихло, еще оставались люди, которые пытались стучать, которые надеялись на спасение, кто из них был ближе к истине? Те, кто продолжал верить, что их ищут, или те, кто уже тогда понял, что они стали просто лишними свидетелями в большой игре, которую вели те, кто остался на берегу? Мы не знаем точно, сколько человек было заперто в отсеках, сколько из них стучало по обшивке в тот первый час после оверкиля. Но этот стук, он ведь не был просто звуком. Это был приговор тем, кто допустил этот ад. И вопрос теперь в том, кто из них выжил внутри этой стальной тюрьмы в самые первые минуты, и чьи голоса мы так и не услышали в официальных отчетах. Те, кто в ту ночь оказался заперт внутри перевернутого корпуса, не просто умирали. Они боролись до последней капли кислорода, отбивая гаечными ключами по обшивке бесконечное «Спасите! Здесь 20 человек!», которые слышали все, кто стоял на торчащем из воды днище. Это было самое страшное, что можно представить. Осознание того, что тебя не просто бросили, а что ты буквально замурован в стальной гроб, который с каждой минутой все глубже уходит в ил. Светало, но для них мир сузился до размеров крошечного воздушного мешка, пропитанного запахом солярки и предсмертного отчаяния. Представьте состояние спасателей, которые стояли на днище и слышали этот стук. Они видели перед собой лишь холодную 50-миллиметровую броню, которую не брали обычные резаки. Автогены использовать было нельзя. Боялись искр, боялись, что накопленные внутри отсеков пары мазута и бензина рванут в любую секунду, превратив днище в раскаленную ловушку. Это было состояние полного паралича. Ты слышишь живых людей, ты знаешь, где они, но ты абсолютно бессилен. Организация спасательных работ превратилась в сущую муку. Водолазы, работавшие в ледяной воде, пытались хоть как-то подобраться к обшивке, но течение, мазутная пленка, темнота — все было против них. Они пробовали продувать воздух через днище, но это было как попытка напоить океан из пипетки. Лишь к середине дня 1 ноября, после долгих и изнурительных усилий, удалось прорезать отверстие в кормовой части. Когда из этой дыры показались первые выжившие, их было всего 9, по другим сведениям 7 человек, это выглядело как чудо на фоне общей безнадёги. Представьте их лица. Бледные, пропитанные мазутом, изможденные от нехватки кислорода, они вышли из ада, чтобы увидеть солнце, которое для многих их товарищей навсегда осталось запертым за стальной переборкой.
Эти люди потом рассказывали, как они сидели в темноте, дышали через раз, чтобы сэкономить кислород, и слушали, как стук их товарищей из соседних отсеков постепенно, день за днем, становился все тише, пока не умолк вовсе. К 1 ноября стук прекратился. Это было самое жуткое молчание, которое когда-либо слышал Севастополь. Кислород кончился, вода заполнила последние уголки, где еще теплилась жизнь. Аналогия с подводной лодкой «Курск» тут напрашивается сама собой, хотя разрыв во времени почти полвека. Но чувство бессилия — это невыносимая боль ожидания, когда ты знаешь, что там, за железной дверью, еще стучат, а сделать ничего не можешь, это то, что ломает психику даже самых стойких. Выжившие, такие как матросы Ефимов и Фадеев, потом всю жизнь несли на себе этот груз. Они рассказывали, как в темноте, не видя лиц друг друга, они подбадривали товарищей, как делили последние глотки воздуха, как верили, что их вот-вот вытащат. А ведь их спасение было чисто случайным. Просто они оказались в той части корабля, где воздух задержался чуть дольше. Мне часто задают вопрос, почему не использовали направленные взрывы, чтобы пробить отверстие быстрее? Почему так долго возились с этой броней? А вы когда-нибудь пробовали резать корабельную сталь вслепую, понимая, что за ней сотни тонн взрывоопасного топлива? Честно говоря, тут странно другое. Почему не были привлечены лучшие специалисты по аварийно-спасательным работам, которые могли бы решить задачу нестандартно? Такое впечатление, что наверху решили, раз уж корабль все равно обречен, то и рисковать лишний раз не стоит. Это звучит цинично, но когда читаешь отчеты о мероприятиях по обеспечению безопасности работ, именно такой вывод напрашивается сам собой. Людей, которые стучали изнутри, пытались спасти, но делали это так, словно боялись нанести ущерб госимуществу. Когда стук прекратился, наступила та самая зловещая тишина, о которой я уже говорил. На днище линкора продолжали стоять спасатели, но они уже знали, что там внизу больше никто не просит о помощи. Это осознание того, что ты опоздал, что ты слышал последний вздох человека и не смог его предотвратить, оно навсегда остается с теми, кто там был. Мы до сих пор не знаем точного числа тех, кто погиб в эти 3 дня ожидания. Официальные цифры всегда были удобными, причесанными, лишенными боли. Но те, кто стоял на днище, они-то знали правду. Они знали, что изнутри еще долго доносились удары, прежде чем тьма стала абсолютной. А теперь скажите мне, если мы спустя десятилетия все еще не можем с точностью сказать, сколько человек погибло в этой мучительной агонии, не потому ли это, что где-то в глубоких архивах до сих пор лежат те самые документы, которые бы пролили свет на то, кто именно принимал решение о прекращении спасательной операции, когда стук еще был отчетливо слышен? И были ли среди этих людей те, кто мог спастись, если бы не этот роковой страх перед взрывом паров, ставший идеальной отговоркой для того, чтобы просто опустить руки? Что скрывается за этой стеной молчания, которую власти воздвигли вокруг Новороссийска на долгие десятилетия, превращая память о погибших моряках в неудобный факт, о котором лучше было бы просто забыть? Немецкая мина, преспокойно пролежавшая на дне 11 лет в самом охраняемом порту СССР и сработавшая ровно в тот момент, когда над ней встал наш флагман, это не вывод следствия. Это гениальный пример того, как быстро государственная машина умеет переписывать реальность. В Севастополь прибыла правительственная комиссия под началом Вячеслава Малышева, и у них была одна главная задача — не найти правду, а найти максимально удобного виновника. А кто может быть удобнее немцев? Они давно проиграли, спрашивать с них нечего, а значит, и наши адмиралы вроде как ни при чем. Версия о донной магнитной мине типа ЛМБ или РМХ легла на стол как единственный вариант развития событий, и все, что не вписывалось в эту картинку, просто выкидывалось в корзину. Но давайте просто включим здравый смысл. 11 лет в соленой воде, в иле, при постоянных перепадах температур. Вы серьезно верите, что аккумуляторы немецкой мины 40-х годов могли сохранить хоть какой-то заряд? Это технический абсурд. А теперь посмотрите на карту Севастополя. Бочка номер 3 — это не какая-то забытая богом лужа. Это место, где ошвартовались десятки тяжелых кораблей, включая линкор «Севастополь» и другие крупные суда. Как же так получилось, что за 11 лет ни один из них не детонировал эту якобы лежащую там мину? Она что, ждала именно Новороссийск?
выбирала себе жертву покрупнее? Честно говоря, когда начинаешь копаться в технических отчетах, понимаешь, что комиссия Малышева работала не как следственная группа, а как группа по написанию сценария. Им нужно было закрыть вопрос максимально быстро, чтобы не допустить паники, не признавать крах системы безопасности и, что самое важное, не поднимать вопрос о том, что в базе была совершена диверсия. Чтобы разбираться в таких сложных делах, нужно опираться на документы, а не на школьные учебники. Подписывайтесь, здесь мы разбираем историю по винтикам. И ведь что самое поразительное, многие эксперты, которые пытались возражать, которые указывали на нестыковки в логике взрыва, были моментально отодвинуты в сторону. В архивах остались следы их попыток докопаться до истины, но официальный вердикт был высечен в камне. Немцы виноваты. Эта мантра звучала десятилетиями. А любые версии о том, что это была работа профессиональных диверсантов, возможно, тех самых людей Боргезе, о которых я упоминал в начале, даже не рассматривались как серьезные. Почему? Потому что признать факт диверсии в центре базы означало признать, что наш флот дырявый, что черный князь может безнаказанно зайти в бухту, заминировать корабль и выйти, даже не оставив следов. Это был бы такой удар по репутации, который в 1955 году никто не решился бы нанести. Когда читаешь протоколы комиссии, ловишь себя на мысли, что они даже не особо старались сделать версию мины правдоподобной. Зачем, если никто не посмеет спорить с зампредседателя Совмина? Все работали на одну цель — сгладить углы. И ведь сгладили. Годы спустя эта история стала такой же официальной истиной, как и любая другая догма, которую не принято подвергать сомнению. Но если мы отбросим эту удобную сказку про немецкое наследство, что останется в сухом остатке? Какая картина вырисовывается, если посмотреть на этот несчастный случай глазами специалиста по минно-торпедному делу, а не глазами чиновника? А остается вот что. На дне бухты лежала не просто мина, а устройство, которое было размещено там совсем недавно. И профессионализм, с которым был осуществлен этот подрыв, указывает на то, что это был не просто привет из прошлого, а холодный, точный расчет. И если это так, то кто же все-таки стоит за тем, что произошло в ту октябрьскую ночь? И, что еще важнее, чьи руки были по локти в мазуте, пока наши адмиралы в штабе спорили о том, как им сохранить свое лицо, даже не подозревая, что они стали лишь пешками в игре, правила которой диктовал кто-то другой. Русские никогда не будут ходить на Джулио Чезаре. Эти слова, брошенные в лицо истории князем Валерио Боргезе, командиром легендарной 10-й флотилии МАС, звучат сейчас не как досужая угроза, а как программное заявление. Именно этот человек, возглавлявший элитное подразделение итальянских боевых пловцов, мог стоять за тем, что произошло в Севастополе. Давайте без иллюзий. Линкор «Новороссийск» — это ведь и был тот самый Джулио Чезаре, отобранный у Италии как репарация. И для такого фанатичного офицера, каким был Боргезе, передача гордости флота в руки противника была не просто политическим актом, это было личное оскорбление. В 90-е нулевые годы, когда в итальянской прессе начали всплывать откровения бывших бойцов его подразделения, Николо Феррара, Уго де Аспорта, пазл начал складываться. Они говорили о миссии, о скрытных базах в Средиземноморье, о том, что для них не существовало закрытых бухт. Могли ли они знать чертежи этого линкора? Да они знали его до последнего винтика. Они строили его, они служили на нем, они знали, что именно носовые башни главного калибра — это самое уязвимое место, где находятся погреба боезапаса. Взрыв произошел именно там, точно по графику, как по нотам. По одной из версий, в Черное море могло зайти обычное торговое судно под чужим флагом, которое выпустило сверхмалую подводную лодку или группу буксировщиков прямо вблизи базы. И пока наши вахтенные дремали, принимая это за игру дельфинов, профессионалы мирового уровня просто делали свою работу. Это звучит как сюжет для шпионского фильма, но если учесть возможности итальянских пловцов, которые во время войны минировали британские корабли прямо в гаванях, это уже не конспирология, это технически реализуемый сценарий. Меня в этой версии цепляет даже не сам факт возможной диверсии, а то, как быстро и старательно наша комиссия Малышева эту версию отбросила. Почему даже не рассматривали возможность работы профессионалов? Ответ на поверхности. Потому что признать работу врага — это значит признать, что охрана базы была фикцией, что любой подготовленный спецназ мог войти, разминировать, подорвать и выйти, не оставив следов.
Это был бы такой удар по престижу СССР, что партийное руководство просто не могло себе его позволить. Им было проще выдумать сказку про немецкую мину, чем честно сказать, нас переиграли на нашей же территории. Понимаете, Валерио Боргезе не просто командовал диверсантами. Он был фанатиком, который верил в честь мундира больше, чем в политические соглашения. Для него Джулио Чезаре не должен был достаться никому, ни союзникам, ни врагам. И если предположить, что операция была санкционирована не только им, а, скажем, кем-то из разведок стран НАТО, которые в середине 50-х только начинали свою холодную войну с нами, тогда все встает на свои места. Это был идеальный способ показать Москве: вы не в безопасности даже в собственной бухте. Удар был нанесен не только по металлу, он был нанесен по самому ощущению неприкосновенности советского флота. В архивах до сих пор почти нет ничего, что прямо указывало бы на итальянский след. Но посмотрите, как часто в истории катастроф всплывают имена людей, которые имели мотив. У Боргезе мотив был идеальным. Он был профессионалом, у которого была команда, средства и, что самое важное, была лютая ненависть к тому, что стало с его кораблем. Я долго думал, почему до сих пор никто не решился официально признать, это была не случайность. Может быть, потому что правда слишком опасна. Ведь если признать диверсию, нужно ответить на главный вопрос. Кто из наших был в доле? Кто обеспечил им проход? Кто не заметил вторжения? И не потому ли официальная Москва так отчаянно цеплялась за версию с немецкой миной, что она была единственной, которая позволяла не заглядывать вглубь этого предательства? Ведь если на дне бухты лежала не просто мина, а след чьих-то конкретных рук, то эти руки, возможно, были не только итальянскими. После того, как линкор наконец подняли, водолазывавшие дно под местом его стоянки обнаружили не одну воронку, как того требовала удобная для всех версия с немецкой миной, а две. Две воронки, расположенные так, что их центры находились точно под самыми уязвимыми отсеками носовой части. Вы понимаете, что это значит? Одиночная, пусть даже самая мощная мина просто не могла оставить такой почерк. Это была работа, выполненная по четкому плану, с расчетом на создание максимально разрушительного эффекта, где каждый взрыв дополнял другой. Но в докладах комиссии Малышева об этом ни слова. Зато в районе бочки номер 3 нашли куски кабеля и странную чугунную площадку, которые ни по каким советским стандартам к нашему флоту отношения не имели. Кто-то скажет, мало ли что валяется на дне бухты, где веками кипела жизнь. Но как-то слишком уж удачно эти железки лежали именно там, где через несколько часов перестал существовать флагман. Слухи о найденном итальянском водолазном ноже и дыхательном аппарате долгое время гуляли по Севастополю как городская легенда, пока их не начали подкреплять свидетельства ветеранов службы. В конце концов, это были люди, которые знали, как выглядят инструменты диверсанта, и они не могли ошибиться. Есть еще одна, совсем уж конспирологическая, но оттого не менее пугающая версия. А не могли ли диверсанты использовать тайники в самом днище линкора, заложенные еще тогда, когда корабль строили в Италии? Представьте, что где-то в недрах корпуса Джулио Чезаре изначально были предусмотрены места под заряды, как своеобразная страховка на случай, если корабль попадет не в те руки. Это объясняет, почему взрыв был таким точным, почему он прошил корпус насквозь и почему Новороссийск начал тонуть так быстро, словно в его защите изначально была дыра, о которой знали только те, кто его создавал. Неопознанные подводные шумы, которые фиксировали в районе Севастополя в 1955-м, это отдельная история. По записям исследователей вроде Октября Борзоя и Юрия Коржавина, которые годами по крупицам собирали эти факты, складывается впечатление, что бухта в те дни была далеко не такой пустой, как нам пытались внушить. Что-то двигалось под водой, что-то постоянно слушало базу, что-то готовилось к удару. Это был не просто хаос, это был какой-то масштабный, продуманный процесс. Комиссия Малышева не просто проигнорировала эти факты, она их целенаправленно выжгла из дела. Зачем? Ответ очевиден, чтобы не расписываться в собственной слепоте. Им нужно было, чтобы все выглядело как нелепая случайность, как эхо войны, а не как четкая и дерзкая диверсия, которая опозорила флот перед всей страной. Какая версия вам кажется более убедительной? Месть итальянского князя или халатность с немецкой миной? Напишите свое мнение в комментариях прямо сейчас.
Ведь если копнуть глубже, то все эти аномалии на дне — кабели, воронки, ножи — складываются в картинку, от которой становится не по себе. Это не случайные находки. Это следы людей, которые точно знали, куда прийти, что положить и как сделать так, чтобы от гордого линкора осталась только груда металла на илистом дне. А теперь подумайте. Если эти улики были найдены сразу после подъема, если о них знали водолазы, если о них шептались офицеры, почему никто так и не решился официально признать, что на дне бухты лежал не просто металлолом, а прямая улика чьей-то враждебной воли? Не потому ли, что кто-то очень высоко в Москве уже тогда принял решение? Правда, это последнее, что нужно флоту в тот момент, даже если она лежит прямо у них под ногами, присыпанная севастопольским илом. И если это так, то где сейчас эти неудобные находки, которые могли бы перевернуть всю историю этой трагедии, если только они вообще дожили до наших дней, а не были уничтожены, как и все остальные свидетельства, не вписывающиеся в официальный сценарий? Никита Хрущев, для которого гибель линкора стала идеальным политическим инструментом, превратил трагедию в кровавую баню для старого сталинского руководства военно-морского флота. Снятие адмирала флота Николая Кузнецова с должности — это вообще за гранью здравого смысла. Человека уволили, лишили звания и фактически втоптали в грязь за то, что произошло, пока он лежал на больничной койке в Москве и был физически не способен повлиять на события в Севастополе. На его место пришел Сергей Горшков, и это было началом совсем другой эры. Эры абсолютной лояльности и удобных докладов. А что же те, кто был на месте? Пархоменко лишь разжаловали в контр-адмиралы и вынесли выговор. Всего лишь выговор. Представляете? За гибель более 600 человек, за трусость и некомпетентность — просто строчка в личном деле. Это был не суд, это был циничный торг, где жизни матросов меняли на политическую стабильность. Но самое жуткое — это даже не кадровые перестановки. Это то, как государство буквально вычеркнуло погибших из реальности. С семей, которые хоронили своих близких на братском кладбище, брали подписки о неразглашении. Представьте мать, которая получает закрытый гроб и при этом должна поклясться, что не скажет никому, от чего погиб ее сын. В свидетельствах о смерти писали что угодно. Несчастный случай, болезнь, выполнение служебных обязанностей, только ни слова «Новороссийск». Это был настоящий заговор молчания, который растянулся на долгих 30 лет. 30 лет забвения, когда даже упоминать название линкора в газетах было строжайше запрещено. А о самой катастрофе знали только в узких кругах высшего командования, которые предпочли просто забыть о случившемся. Мы привыкли считать, что в СССР все было прозрачно и строго, но в истории с Новороссийском мы видим совсем иную картину. Панический страх перед правдой, который перекрыл все остальное. Не было никакого расследования для людей, было только расследование для партийных отчетов. Меня в этом всегда поражает эта холодная расчетливость власти. Они ведь даже не потрудились создать нормальный мемориал, чтобы хоть как-то почтить память погибших, пока не прошли десятилетия. Как будто, если не говорить о катастрофе, ее никогда и не было. Как будто сотни молодых парней, которые задыхались в темноте, не имеют права на то, чтобы их имена просто произнесли вслух, без страха получить срок за болтливость. Эта расправа над адмиралами была лишь ширмой, за которой скрывали реальные вопросы к системе безопасности. Кузнецова наказали не за гибель корабля, а за то, что он был человеком Сталина, которого нужно было убрать, чтобы расчистить дорогу своим людям. И в этой игре Новороссийск стал просто разменной монетой, жертвой, которая позволила Хрущеву укрепить свою власть. А что осталось в итоге? Разбитая судьба прославленного адмирала. Сотни сломленных семей, которые десятилетиями хранили страшную тайну. И тишина. Глухая, звенящая тишина вокруг того самого стука, который когда-то слышала вся бухта, а теперь почти никто не помнит, кроме старых архивов, которые до сих пор не все открыты. И когда сегодня мы пытаемся восстановить картину того, что произошло в ту ночь, мы упираемся не в тайну взрыва, а в тайну лжи. Ведь если правду о гибели флагмана так старательно прятали целые поколения партийных функционеров, то не означает ли это, что за этой гибелью стояло нечто гораздо более масштабное и постыдное, чем просто немецкая мина? Какую именно правду они боялись выпустить наружу все эти десятилетия, если даже спустя полвека многие документы по-прежнему остаются за грифом «секретно», а историки до сих пор бьются над вопросами,
на которые ответы лежат в сейфах, чьи ключи давно потеряны. Или же спрятаны так глубоко, что их никогда не собирались искать. Между гибелью линкора в 55-м и аварией Курска в 2000-м 45 лет. Но если убрать из описания даты и фамилии, вы не найдете между ними никакой разницы. Тот же панический страх не доложить вовремя. Тоже бесконечное совещание в высоких кабинетах, пока люди внизу дышат остатками кислорода, и тот же самый стук, который спасатели слушают, будучи не в силах пробиться сквозь броню. Мы словно попали во временную петлю, где системная ошибка повторяется из десятилетия в десятилетие, перемалывая тысячи жизней ради спокойствия тех, кто сидит в теплых кабинетах. Это ведь не про технику, это про культуру управления, где проще сделать вид, что проблемы не существует, чем рискнуть креслом и доложить правду сразу. Вспомните С-80, вспомните Балаклаву, вспомните катастрофы на Ладоге. Везде один и тот же сценарий, где человек — лишь статистическая погрешность, которую можно спрятать в секретный архив. А ведь когда политикам не мешали, наши инженеры творили невозможное. Подъем Новороссийска в 1957 году, проведенный методом продувания, уникальнейшая операция ЭОН-3, доказала, что если дать профессионалам карт-бланш, они поднимут со дна даже то, что официально считалось мертвым. Инженеры тогда работали как часы, без лишнего пафоса, просто решая сложнейшую задачу, с которой не справлялись ведущие специалисты других стран. Это парадокс нашей истории. Невероятная мощь мысли, способная двигать горы и поднимать линкоры, и одновременно с этим какая-то катастрофическая, разъедающая все трусость в принятии решений, которая каждый раз превращает технический успех в человеческую драму. Почему мы так умеем работать с металлом, но так боимся работать с правдой? Мне кажется, мы до сих пор живем в тени этой катастрофы, даже не осознавая этого. Новороссийск стал первой большой ложью советского флота в мирное время, той самой точкой невозврата, после которой стало окончательно понятно: если что-то пойдет не так, правду вы вряд ли узнаете, а виновных, если они не мелкие исполнители, вы никогда не увидите на скамье подсудимых. Эта история не просто про затонувший линкор, это про нас всех. Про то, как мы привыкли к тому, что катастрофы случаются по стечению обстоятельств, по вине природы или из-за эха войны. Нас приучили к этой тишине, к этому молчанию, которое длится десятилетиями. Мы разобрали эту историю по винтикам. От стука изнутри корпуса до тайных архивов, которые до сих пор не дают нам покоя. Мы искали ответы, но каждый раз находили лишь новые вопросы. Может быть, истина в том, что Новороссийск был не просто кораблем, а зеркалом, в которое руководство страны посмотрело, ужаснулось отражению и решило его просто разбить. История с линкором закрыта официально, но она продолжает звучать. В каждом новом молчании чиновников, в каждом рассекреченном спустя годы документе, который меняет все. И пока мы не начнем называть вещи своими именами, не ради лайков или хайпа, а ради памяти тех, кто остался в той ледяной воде, мы так и будем ходить по кругу, ожидая следующего удара судьбы, к которому, как всегда, окажемся абсолютно не готовы. И вот что меня пугает больше всего. Если в 50-х годах для сокрытия правды нужно было лишь взять с семей подписки о неразглашении и переписать отчеты, то что скрывается за сегодняшними тайными операциями, где информационный шум стал настолько плотным, что правду уже не нужно прятать. Ее просто топят в потоке других новостей. Не кажется ли вам, что эта стена молчания, которую мы пытались пробить в этом видео, стала только выше, только технологичнее и теперь уже не требует даже усилий по сокрытию, потому что мы сами добровольно перестали задавать вопросы? Неужели это и есть финал истории, в которой люди, запертые в стальной коробке, стучат по броне, но мы просто надеваем наушники и включаем следующий выпуск, чтобы не слышать этот звук. Спустя 44 года после той страшной ночи, в 1999-м, государство наконец нашло в себе силы признать очевидное. Сотни моряков Новороссийска погибли не в ходе рядовой аварии, а при исполнении долга в экстремальных условиях. 712 человек, погибших и тех, кто выжил в той ледяной ловушке, были официально награждены орденами мужества. Это пришло слишком поздно, когда многих из них уже не было в живых, но, по крайней мере, была поставлена точка в официальном забвении. Сегодня на Братском кладбище в Севастополе стоит памятник скорбящему матросу,
и туда до сих пор приходят люди, чтобы просто постоять в тишине. Неважно, что именно взорвалось под днищем — немецкая мина или итальянская торпеда. Главного врага тот линкор встретил не под водой, а в кабинетах тех, кто в критическую минуту побоялся взять на себя ответственность, побоялся сказать правду и обрек сотни парней на мучительную гибель в темноте. Узнаем ли мы когда-нибудь полную, стопроцентную правду с подписями и именами тех, кто промолчал? Возможно, нет. Но сама эта история учит нас главному. Архивы могут молчать, документы могут сжигать, но память — это единственное, что остается, когда все остальное стирается временем. Подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы имена 614 погибших моряков Новороссийска не растворились во тьме времени. Спасибо, что были с нами до конца. До встречи в следующем расследовании.